Всем доброе утро. Я с утра уже в ноуте. Тая завтракает. И сегодня погода классная. Море теплое, еще бархатный сезон. Идем сегодня мы в Сарпи, к скале. Помните, Ася была маленькая и с нее ныряла. Покажу вам сегодня эти места. Такая порция какая-то большая на нас с Алисой, я думаю. Что ты делаешь? Сегодня покажу вам еще одно интересное место в Батуми. Это канатная дорога Арго. Билеты взрослые 30 лари, детские до 12 лет, от 5 до 12 7 лари, Алиса бесплатно. Все, мы поднимаемся потихонечку. Сейчас весь Батуми будет под нами. Ты уже не боишься? Погода хорошая. Сегодня первый теплый день за долгое время. И может быть даже сегодня мы попадем на пляж. Голову надо дома мыть, дома, а не здесь. Мы вышли из дома, Алиса тоже там хочет с нами. Идем к водопаду Андрея Первозванного, да, в Сарпи. И наш путь от нашего дома из Квари, из отеля, займет 4 километра, 200 метров примерно. Но мы решили спуститься вниз на трассу, на остановку. И уже оттуда, из Квариати, пойдем в Сарпи пешочком. Это займет где-то 2 километра. Идем. Дороги горные. Алиса на руки вылезла. Водопад небольшой там совсем, но он красивый. Он прямо у дороги, купаться в нем нельзя, просто посмотреть. У Аси там где-то есть фотографии с детства, когда ей было лет 10. Я люблю здесь пешком ходить. Спускаемся долго вниз по серпантину. Можно было подъехать маршруткой, но мы не стали ее ждать. А вообще по трассе маршрутки в сторону Сарпи ходят, наверное, каждые 10 минут. Из Батуми идет все. Вот, и можно доехать. Ну, мы с коляской, я люблю гулять, поэтому мы сегодня пешочком. Ого, какие скалы! Все, вот мы спустились на трассу, и буквально сразу вот Сарпи начинается. И еще 1,5 километра, и мы будем у водопада. Погнали! Водопад Андрея Первозванного, к которому мы сейчас идем, находится всего в 12 километрах от Батуми. По преданию, апостол Андрей этим путем вошел в Грузию, проповедовал христианство в Аджарии и посвятил в сан первых грузинских священников. Также считается, что именно он в этих краях построил первую церковь в стране. Не буду много говорить, просто покажу вам это красивое место. Здесь внизу под водопадом вот такой пляж, а мы идем дальше, вон туда. Мы-то сюда дошли, конечно. Но есть одно но. Алиса уснула, и как вниз коляску протащить по этим булыжникам, я пока не придумала. Мне без Гены тяжело, реально. А будить мне ее так жалко. Сейчас мы будем спускаться вниз, и Алису надо будет разбудить, потому что мама ее до пляжа не дотянет. Камни, конечно, стрёмные вообще. Экстремальные условия. Оставляю ее тут, пусть поспит. А мы пока пойдем поплаваем. Тая уже ускакала. Сарпи — это пляжи просто с чистейшей водой. Воскресенье сегодня, и людей много. Все деревенские мальчишки спустились. Вон у нас Алиса с желтым парео дрыхнет. Вода теплая, вода холодная. Я свои резинки пойду оставлю. А как залезть? Там сразу полей плыви. Нет. Да.
вообще вода очень теплая, но, как по мне, сюда лучше приезжать в будние дни, людей поменьше. Сегодня именно очень много местных, а на том пляже, который ближе к границе, там вообще все зонтиками усеяно, лечь негде. Тут очень много крабов, мама, сними крабов. Крабиков куча, Алиса их боится. Все, Алиса проснулась у нас. Устроила скандал. На рукавнике уже у нас порванные немножко. Они тебя не укусят. Не выспалась, перебили ей сон. Ее затащила сюда в воду, так она охладилась, хоть перестала орать. Потому что, скажи, встала в плохом настроении, да? Да. Граница Сарпийская, самая страшная таможня в моей жизни. Граница, которую все переходят пешком. Вы выгружаете из автобуса весь ваш багаж, 20 чемоданов, и впереди вас ждут километры лестниц, эскалаторы, нерабочий лифт. Чтобы весь ужас был более понятен, на то, чтобы перетащить все тяжести одной, у меня ушло 1,5 часа. В 2 часа ночи я сюда вошла с детьми, и в 3:30 утра выползла вся потная на грани потери сознания. Все, у Алисы на рукавник оторвался полностью, и она теперь за него держится. Для нас это уже последние теплые летние дни и последнее, наверное, Черное море, последние деньки, потому что через несколько дней мы уезжаем в Тбилиси. И там уже будем всю осень. Что? Нет, там камни, лучше ко мне проплывешь, хочешь? Помню Асе 12 лет, и она стояла на этом же месте и прыгала. Точно так же я волновалась. Сейчас, пока мы здесь, на этом пляже, Ася у нас в самолете, потому что она летит из Берлина в Одессу. Не в саму Одессу, конечно, а в Кишинев, а оттуда приедет в Одессу на 2 недели почти. Я не хотела, была против, но она настояла. И Даня был против, мы все были против, потому что это опасно, никто не знает, чего ждать, эти ракетные удары, ну, в общем, страшно. Ну, там у нас дедушка, кошка, Ася уже соскучилась по ним, поэтому он побудет с ним. Дай бог, что все будет хорошо. А мы пока в Грузии, и, конечно, дай бог, что, я надеюсь, что в октябре, в ноябре уже или мы домой вернемся, или съездим к ней в Берлин на недельку, ну, или она к нам в Тбилиси. А за этой горой уже Турция, город Хопа. У Алисы есть собственный моллюск, Тая издевается, скажи. Давай. Прилепляет ей на А руку. мы их не будем убивать, просто прилепим и обратно прицепим. И они как присоски держатся. Нет, домой. Домой? Нет, домой не надо, их убивать нельзя. Там далеко позади меня это уже Турция, горы Турции. И там мечеть, и мулла поет. Слышно? Зачем ты его от себя отцепила? Ну, давай, ложи его в воду. Прилепляй его, да? Вода прозрачная, прозрачная здесь. Нам пора возвращаться в Квариат. Я помогла всем подняться наверх, а сама бегу еще раз окунуться. Вдруг это уже наше последнее купание этой осенью в Черном море. На обратном пути снова идем через водопад, остановились на пару секунд попить водички и посмотреть на него. Алиса, вон наша тень возле водопада, смотри. А это пляж Батуми в этот же день. Солнышко еще теплое, и люди проводят выходные у моря. Называется, вышла утром на балкон. Боже, кошмар, стена воды просто льет, ничего не видно, моря не видно. Доброе утро. Кто проснулся у нас? Ты еще лежишь? Доброе утро. В Батуми поедем? Или не поедем? Поедем. Сейчас? Да. Лежит и говорит мне: мам, иди кофе пить, да? Мама, иди кофе пить. Кофе пить? Сейчас пойду
Кофе пить. Иди сейчас кофе пить. Посидим мы, наверное, сегодня дома. Ну куда с детьми в такую погоду выходить, я не знаю. Иди кофе пить. Кофе пить. Скажи, дедушка, доброе утро. Деша, белюта. Доброе утро, дедушка. Скажи, дедушка, как у тебя дела? Нет, не скажу. Не скажешь, почему? Не скажу я. Кто там, папа? Да, это папа. Видео папа? Да, это папа. Ты рада? Да, Класс. И ты маленькая? да. И папа руки. И папа на руках тебя держит? Да, Ничего себе. Ты рада? да. Где? Во, папа. Папа там? Да, Да ты что? А ты? Там тоже есть? да, И мама? да, вот папа. И я там, и папа руки. И ты на руках у папы маленькая, да? Да.